Ребята, всем привет! Сегодня я вам не буду ничего распаковывать. Этот товар я уже что-то испытал, что-то нет. Все это пришло с AliExpress буквально неделю назад. Вот. И я просто расскажу, что пришло, почему заказал, и так далее. Вот. Ну и чем-то я уже попользовался, в принципе, могу уже поделиться какими-то заключениями. Вот. И чем-то еще не успел. Вот. Начнем вот с этой флешки. Это тоже с AliExpress я заказывал. Пришла флешка и вот этот адаптер сразу USB переходник. Очень удобно. Флешка бралась в запас, и с ней был еще адаптер. Ну, типа вот такого, только тоже Samsung вместе с флешкой в комплекте был. Брал чисто из-за адаптера, так как у меня начал глючить адаптер, то видит, то не видит, то читает, то не читает. Адаптер поменял, сейчас флешка старая, новая пока в запасе. Так что адаптер рабочий, все точно, флешка тоже рабочая, проверял, не буду на видео все понятно. Через этот адаптер тоже все работает. Флешку сюда вставляешь прям вот в таком виде. И USB, там ноутбук, в компьютер вообще без проблем. Очень универсально, доступно, удобно. Я еще пользуюсь вот таким адаптером. Вот тоже видео у меня есть на канале. Тоже удобно. Здесь можно SD, вот, можно microSD. И есть также здесь даже Type-C можно, в принципе, ну, вот этот у меня лежит рядом с компьютером, я им пользуюсь, мне вообще довольно-таки часто помогает. Этот взял так, на всякий случай, ну, положу, пусть лежит. Потом купил вот такой вот термометр Xiaomi, который меряет влажность помещения и показывает температуру. Здесь ничего сложного, здесь стоит батарейка. Тогда давайте, наверное, я, может, вскрою, покажу, какая там батарейка стоит, чтобы не было вопросов, да? Батарейка вот такая обычная идет, кому интересно. Вот, она идет в комплекте, и с ней уже пришла. Я просто оттуда прокладочку вытащил, и все в порядке. Вот так закрывается. Идет также скотч двухсторонний, можно куда-то его прилепить, или просто, у меня просто лежит на столе, вот в зале. Дальше есть приложение. Поставил на телефон, можно управлять также приложением. Сейчас покажу даже, как оно выглядит, это приложение. Вот, это приложение, вот этот адаптер, он через Bluetooth подцепляется. И можно смотреть, что и где. Вот, пожалуйста, он высвечивает. Здесь можно историю посмотреть, там какие дни, чего, сколько было и так далее и тому подобное. То есть ничего сложного, просто установил приложение, их сконнектил, и все работает. И здесь вот, не знаю, видно, нет, ну, все циклы, истории, то есть замеров этих всех данных. Вот, с этим тоже все понятно. Такой девайс буду еще заказывать, чтобы был во всех комнатных свой, то есть чтобы его не таскать из комнаты в комнату. Закажу, еще будет в каждой комнате по такому термометру. Так, с этим тоже понятно. Вот этим вот я еще не пользовался, это у меня адаптер Wi-Fi. Взял его попробовать. Бывает такое, что этот адаптер нужен, а вот провод тянуть интернет, это немножко проблематично, скажем так. Этот адаптер будет лежать у меня, и на случай необходимости я им буду пользоваться. Он USB обычный, значит, здесь идет в комплекте вот такая вот типа брошюрка, вот здесь на китайском языке, вверх ногами держу вот так, на китайском языке тут написано какие-то иероглифы, скажем так. Вот, есть диск и есть сам этот адаптер, вот такой вот он маленький, вот, здесь бренд написано. Я его еще не испытывал, вот сейчас хочу попробовать
все никак руки не доходят. И еще я столкнулся с такой проблемой, что у меня нету дисковода. Он как бы есть, но он не работает. Там надо шлейф как бы тянуть, да, до материнки. Но у меня короткий шлейф. Вот, и он там чуть-чуть не дотягивается, поэтому как бы я вот еще не нашел шлейф. Вот, попробую сейчас это все подключить. Возможно, у меня винда как бы сама подконнектит, ну, дрова как бы подкачает, да. Если нет, то попробую по устройству скачать эти дрова с интернета. Вот, я надеюсь, что все получится. Но если не получится, то буду как бы искать шлейф, тогда уже, чтобы этот диск как бы загрузить и поставить с него драйвера. Вот. И потом уже посмотрим на работоспособность. В общем, вот такие вот у меня девайсы приехали. Некоторыми попользовался и, в принципе, доволен. Вот, осталось испытать вот этот адаптер Wi-Fi. Вот, испытаю его и постараюсь вам как бы, ну, продемонстрировать вообще, что у меня получилось и как я устанавливал дрова и вообще установились ли они. Вот. Ну, на этом пока все. Продолжим уже на непосредственно компьютере. Так, ребят, продолжение видео, в общем-то, про адаптер, который я заказал. То есть вот он, непосредственно сам адаптер. Стоит он сейчас 382 рубля. Здесь можно почитать отзывы, посмотреть характеристики. То есть он 2,4 и 5 ГГц, то есть двухдиапазонный. И, в общем-то, здесь про него можете общую информацию почитать. В общем-то, все ссылки оставлю внизу. Кому интересно, пройдете, посмотрите. Вот, общую информацию можете просмотреть самостоятельно. Ну и сейчас я отключаю интернет и попробую все-таки я его установить. Вот, по поводу установки. У меня есть дисковод. Как оказалось, там не то, что не хватает шлейфа, а просто-напросто там не подключен был SATA разъем. Вот. Я его подключил, и сейчас я воспользуюсь дисководом. И драйвера я попробую скопировать с этого диска и оставлю где-нибудь ссылку там на Яндекс.Диск или на Google Диск. Вот. И кому нужны будут драйвера, если вдруг нету у кого-то дисковода, то сможете скачать и воспользоваться этими драйверами. Вот. Ну а сейчас я отключу, собственно, кабель интернета. Кабель интернета я отключил. Как вы видите, сейчас у нас не подключен интернет. Потом вставляем мы этот непосредственно адаптер в USB разъем. И сейчас вставляем диск в дисковод. Итак, ребят, открылось у нас DVD дисковод. То есть тот диск, который был загрузочный, шел с этим адаптером. Здесь есть на Mac и есть на Windows. Собственно, нам надо Windows. У меня стоит Windows 10. Нажимаем Setup и устанавливаем это все дело себе на компьютер. Так, сейчас у нас все поставится. Довольно-таки все быстро происходит. Ничего, в принципе, не ждем. Все быстро загружается. Так, у нас установилось. А, еще нет. В общем, ждем конца установки и потом уже продолжим. У нас появился ярлык на рабочем столе.
Так, нажимаем готово. Это мы пока свернем. Ярлык. Вот он ярлык. Нажимаем ярлык. И здесь у нас настройки, да? Обновить IP-адрес. Обновим IP-адрес. И как-то нам его теперь надо настроить. Мощность сигнала, качество связи, профиль, доступная сеть. Так, доступная сеть. У нас вот это мой роутер. 9 канал у нас получается. Добавить. Нажмите. Так, 2 раза по нему получается клацаем. Ключ сети. Получается, ключ сети это у нас, скорее всего, наверное, пароль. Так, пароль. Так, надеюсь, я его правильно ввожу. Окей. Так, ждет загрузка. И. Получится или не получится, сейчас мы все увидим. Так. Что-то ничего не происходит. Состояние. Статистика. О, я, получается, угадал. Все, заработало. В общем, получается так, ребят, я, в общем, неправильно вводил пароль. И как бы в итоге методом тыка я все-таки его угадал. Мощность сигнала 100%, качество связи 100%. Все у нас определилось. Состояние у нас теперь сопоставлено, все пишет, то есть он нашел кинетик. Статистика пока вот такая. И это защита, я так понимаю, пин-код, чтобы никто посторонний там через него никак не врубался. Ну, нам, в принципе, это как бы не интересно. Нам самое главное, чтобы он работал стабильно. Итак, ребят, сейчас замеряем скорость. У меня как бы тариф самый простой, вот, самый дешевый. У меня скорость сама по себе небольшая. Сейчас я замерю скорость с этим адаптером и потом вставлю уже шнур, ну, провод, который идет от как бы самого роутера. Вот, и по проводу тоже замеряем. Итак, мы открываем вот этот вот speed тест и пробуем замерить. Сейчас подождем, у нас все это дело загрузится и замеряется. И потом я следом вставлю сразу провод и по нему тоже замерю. Вот. И чтобы вам было понятно как бы разница по проводу и без. Вот. И сделайте уже сами для себя выводы. То есть как бы стоит покупать, не стоит. Вот. И для чего он вообще может подойти, этот адаптер. Вот. И так далее. Так. В общем-то, результаты вы сами видите. Вот. И сейчас я этот адаптер отключаю и вставляю уже по проводу.
Итак, ребят, провод я вставил, вот здесь сеть доступна, подключено. И открываем Яндекс. Собственно, вот наши старые эти как бы результаты, да. Сейчас откроем заново эту вкладку. Это у нас сохранилось. И теперь здесь замеряем по проводу. Итак. Ну, по проводу сразу видно. Тут пинг другой немножко, да? И вот такие вот у нас результаты по проводу. Вот. В общем-то, сами делайте выводы. Я, как говорится, попробовал, потестировал для сравнения. Вы смотрите сами. Ну вот на этом и все. Я заканчиваю это видео. Вот такие вот приехали девайсы. В общем-то, я с вами поделился. Что покупать, что нет, и нужно ли это вам или нет, вы уже сделаете выводы сами. Драйвера я сейчас скопирую с диска и положу в описании в какой-то архив, наверное, или на Яндекс.Диск, или на Google Диск. Вот. Кому надо будет, если нет дисковода, то скачайте. Вот. Если как бы дисковод есть, то в принципе они вам не понадобятся, если будете покупать вот такой адаптер. Ну а на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписываемся, ставим лайк. Всем здоровья, всем удачи. Пока.